либо GV80, либо Givi80. Это балет, дрифт, все что угодно. Весь кайф. И когда сказали, что у нас новый мотор, я думаю, да у вас все новое, ну что вы мне втираете? Но это скорее такая немецкая хитрость. Дорого-богато. Всем привет! С вами блог АвтоМПС. Меня зовут Игорь Сирин, и я снова на льду Байкала. Если помните, совсем недавно у нас был кроссовер здесь же на льду, ну, чуть дальше туда, за Ольхоном. А сейчас настоящий тяжелый премиум. Это Genesis GV80. Ну, или, если хотите, Givi80, потому что с буквой G есть метаморфозы. Мы читаем General Motors, но при этом Гелендваген. Так что либо GV80, либо Givi80, как вам больше нравится. Мне бы этот автомобиль больше понравился, если он был бы зеленого цвета. Можно металлик, можно матовый. Этот цвет, наверное, более практичный, так же, как и двигатель, который расположен у меня под капотом. Это 3-литровый дизель, 249 лошадиных сил. Кроме него есть бензиновый турбомотор 2,5 литра. И специально для нас его дефорсировали с 300 лошадиных сил до 250. Кроме того, есть настоящая пушка-гонка 3,5 турбо, почти 380 лошадиных сил. Но мне кажется, что для этого автомобиля это немного избыточно. А для начала давайте заглянем в багажник. Это же все-таки кроссовер. И мне кажется, багажник — это его достаточно важная часть. Открывается багажник непривычный. Я долго пытался где-то вот здесь вот найти кнопку. Думаю, ну неужели ее спрятали совсем вниз? Думаю, пачкаться будет. А не, вот она, на самом виду. Она тоже, к сожалению, пачкается, но зато ее легко найти. Ну, дрифтер же. А вот так здесь гоняют местные пацаны на судах на воздушной подушке. Называют их здесь хивосы. Так что весь брак по звуку можете предъявить им. Заявленный объем багажника 728 литров. Но это скорее такая немецкая хитрость. Вы получите эти литры, если вертикально выставите спинки сидений второго ряда и сдвинете их максимально вперед. У вас формально будет пятиместный автомобиль, но сидеть там будет практически невозможно. Вот так я бы сказал, ну, литров 400, может быть под 500. Дело в том, что шторка расположена низковато. Под полом багажника в моем случае есть узенькая докаточка. Она вот здесь вот, и обратите внимание, сколько здесь самой разномастной шумоизоляции. Вот здесь коврик, там внизу ворсистое покрытие. Ну, в общем, отделано все очень прилично. А кроме того, GV80 может быть еще и семиместным. За доплату вы можете купить пару кресел, которые будут откидываться, ну, либо складываться обратно. Хотя мне кажется, что вот в семиместном виде GV80, я боюсь, будет тесновато, и багажничек останется совсем маленьким. А вот сейчас он действительно большой, просторный, и в случае необходимости с помощью электропривода вы можете сложить сиденья второго ряда. Ну и, соответственно, также можете их разложить обратно. Даже несмотря на то, что GV80 у меня с минимально возможным мотором, всего 249 лошадиных сил, я боюсь, что гонять вам на нем захочется, а раз захочется гонять, то явно будут приходить штрафы. Чтобы этого не происходило, я хочу вам порекомендовать вот такое комбо-устройство. Это Fujida Karma Pro S с Wi-Fi. Это не только видеорегистратор с превосходной матрицей Sony CPL-фильтром, который отлично снимает как днем, так и ночью. А кроме того, это еще и радар-детектор, он сам распознает камеры, а кроме того, в него зашита база данных не только по России и странам СНГ, но еще и по Европе. По всем камерам она регулярно обновляется, и, как вы поняли из названия, обновляется она по Wi-Fi. Вот сам видеорегистратор, у него достаточно крупный экран, антибликовый фильтр, а кроме того, очень интересное крепление. Присоска на лобовое стекло, вы ее зафиксировали. К ней же подвели проводок с питанием, и в любой момент времени вы раз его, и он зафиксировался. Если вы отвлеклись где-то по пути и проморгали дорожный знак, то Fujida
может самостоятельно на основе искусственного интеллекта прочитать дорожные знаки, ну и, соответственно, на экранчике вам показать, предупредить, что вот там внезапно поставили там 30 или 50 км в час. Очень удобная опция. Ссылку на официальный сайт компании Fujita вы, разумеется, как обычно, найдете здесь в описании. Итак, я на льду Байкала, поэтому не пристегиваюсь, у меня заглушка. Здесь это рекомендация от МЧС, и мне интересно попробовать шасси, потому что постоянный привод у Givi 80, да и у G80 это именно задняя ось. Передок подключается сам по команде электроники, и это клево. Это то, что выделяет дорогой драйверский автомобиль на фоне обычного какого-то традиционного кроссовера с постоянным приводом на передок. Здесь кайф. Если помните, мы не так давно снимали G90, машину как бы более старшего поколения, и она в Мечково по асфальту ехала космически. И этот автомобиль не исключение. Но это ощущается не только здесь на льду, но и просто при ежедневной езде по скользкому, просто даже по асфальту с хорошим зацепом. Вы в любой момент можете дать газку, и вас сначала в первую очередь буксанет именно задняя ось, а слегка так сделать, оп! И дальше, естественно, электроника остановит. Все будет максимально безопасно. Количество электроники, которая отвечает за вашу сохранность, здесь какое-то совершенно невероятное. Есть адаптивный круиз-контроль, подруливание в полосе. Машина сама контролирует вас при движении назад. При попытке повернуть налево через встречку, электроника тоже контролирует. Если она видит встречный автомобиль, она вас предупредит. Если в своей полосе вы нагоняете автомобиль, электроника может подать вам просто предупредительный сигнал, а может сама попробовать его отрулить. Я, честно сказать, не очень люблю седаны. Я никогда этого не скрывал, и седаны это вот не мое. Это не практично, это неудобно. Но в данной ситуации, если сравнивать седан G80 и GV80, это не только мое личное предпочтение, но со мной согласились многие коллеги, даже ребята из Hyundai. Как ни странно, едет кроссовер лучше. Обычно мы говорим о том, что мы выберем седан как более драйверский автомобиль. Ну а кроссовер это так, это вот для пенсионеров такая утилитарная игрушка. В данной ситуации нет. По уровню кренов G80 практически не отличается от GV80. Он тоже достаточно кренистый. Но при этом по уровню комфорта кроссовер заметно лучше. И там 20-дюймовые колеса. А на GV80 они могут быть даже 22-дюймовыми в максимально возможной комплектации. Но у кроссовера больше профиль, и сама настройка подвески более мягкая. Ездить на нем в ежедневном режиме, особенно по неидеальным дорогам, на кроссовере, разумеется, более приятно. Кстати, так же как и у седана, есть очень забавная штука. Корейцы принципиально не используют пневмоподвеску, но у них есть регулируемые амортизаторы. То есть они могут менять свою жесткость в зависимости от ваших предпочтений, в зависимости от того, какой режим вы выбрали. Либо просто на основании камеры, которая установлена вот здесь за зеркалом, она распознает ямки, распознает лежачие полицейские, и в нужный момент она может сделать подвеску более мягкой, либо наоборот более плотной. И таким образом езда получается более комфортной. Да, и пара слов о внешности. Собственно, многие азиатские бренды, выходя в премиум, вынуждены с кого-то копировать. Да, и, просто проблема в том, что большинство решений, они уже придуманы. Да, и помните, когда выходил Lexus, они, очевидно, сдирали с Мерседеса. Дизайнеры Genesis пошли дальше. Они не пытаются угнаться за немцами, они замахнулись сразу на англичан, на Bentley. И это правильно. Bentley на дорогах значительно меньше, чем немцев, чем Audi, BMW или Mercedes. И получается, что у Genesis есть шанс навязать моду на вот такие, скажем так, по-британски выглядящие автомобили. Да, я сейчас ненадолго выйду на асфальт. Мне интересно посмотреть, какова же реальная динамика
GV80 с 3-литровым дизелем, потому что что-то мне подсказывает, что это должен быть самый ходовой мотор. Ну, как минимум, на мой вкус, он самый рациональный. А здесь, ну, вы, я думаю, все видите сами лучше меня. Это такой кайф. Это балет, дрифт, все что угодно. А сейчас попробуем, за сколько дизельный GV80 разгоняется с места до 100 км в час. И заявлено, это было с буксом, Kia обещает для российской машины 7,5 секунд. А в реальности 7,9. Мы, напомню, сидим с Женей вдвоем в машине. Вначале был небольшой букс, потому что не шипованные колеса. И высади Женю, вылей полный бак дизеля, оставь на минимуме и поставь летнюю резину, поедешь 7,5. Если помните, в предыдущем ролике на G80, на седане с мотором 3,5 литра, мы не смогли выжить. Там обещано у седана 5,1 секунды. Наш лучший результат был 5,8. И быстрее проехаться не удалось. Здесь обещаны 7,5, проехали 7,9, но это намного ближе к заданному результату. Я из природного любопытства хотел узнать, за сколько же разгоняется до сотни такой же мотор, но без российской адаптации. В Корее этот же 3-литровый дизель выдает 278 лошадиных сил. Если кто-то знает корейский, напишите, пожалуйста, в комментариях, за сколько можно разогнать такую же машину, если ей вернуть исходную прошивку. Впервые, когда я узнал о том, что GV80 будет продаваться у нас с 3-литровым дизелем мощностью 249 лошадок с 8-ступенчатым автоматом, я был уверен, что это мотор от Kia Mojave. И когда сказали, что у нас новый мотор, я думаю, да у вас все новое, ну что вы мне втираете, это тот же самый двигатель. Но ответ был намного проще. И эти моторы спутать просто невозможно при всем желании. У Mojave это V6, а здесь это рядная шестерка, канонический агрегат, как у BMW, как когда-то давным-давно было у Mercedes, 6 цилиндров в ряд. Это круто, ну просто вот как-то. Это очень правильно идейно. И мотор действительно очень хорошо работает. Легкие вибрации от дизеля можно почувствовать только на холостом ходу. То есть, когда вы остановились где-то в пробке, система стоп-старт нет. Мотор всегда работает. Даже когда мотор полностью прогрет, вот как сейчас вы остановились на светофоре, и все равно можно почувствовать вибрацию на полу. Правда, она тонет в мягких коврах, но она все-таки... Для этого надо постараться. Надо выключить печку, попросить, чтобы все замолчали, как-то вот собраться, сконцентрироваться. И на кончиках пальцев вы можете почувствовать вибрацию на руле, можете почувствовать вибрацию на сиденье. Такая вот минимальная, но она все-таки есть. Как только вы тронулись, все, ни вибрации, ни шума, ничего. Просто у вас работает двигатель. Причем даже если вы его раскрутили до отсечки, до 4500 оборотов, это просто такой вот, ну, это звук приятного, хорошего объемного мотора. Никакого дизельного трахтения просто нет. Бак 80 литров, если ехать спокойно, то расходится 8, если наваливать, то расход десяточка. И, соответственно, от 800 до 1000 километров на баке вы проедете спокойно. В значительной степени вот такой низкий уровень вибрации, он объясняется применением опор двигателя с автоматическим управлением. То есть компьютерная система, она сама подстраивается под обороты мотора, под какие-то возможные его вибрации и, собственно, меняет жесткость. Такие опоры применяются на моторах 2,5 литра и 3 литра дизель, а на моторе 3,5 турбо, на самом мощном, там обычные гидравлические, разумеется, опоры, но без компьютерного управления. Как и полагается премиальному автомобилю, двери полностью закрывают пороги. И это здорово. Места сзади даже больше, чем в седане G80. То есть его прям очень много. Это вот такое стандартное положение. Переднее кресло отрегулировано под меня, заднее отодвинуто до упора назад. Кроме того, с помощью электропривода я могу подвинуть его вперед
Ну, если это зачем-то надо, хотя не знаю зачем. А самое главное, я могу, ну, почти как в лимузине, вот так вот откинуть спинку и вот так вот развалиться. Вот так будет очень много места. И, разумеется, если вы сидите справа, то, как и в других корейских автомобилях, вы можете отсюда отдельными кнопочками сдвинуть вперед пассажирское кресло. Есть блок климат-контроля, причем есть не только подогрев, но и вентиляция задних сидений. Вот это прям настоящий экзотик, я не припомню, у кого бы она еще встречалась. В отличие от седана G80 нет мониторов мультимедиа, нет какого-то роскошного такого пульта управления аудиосистемой. Вот это все, если хотите, то придется как-то уже самостоятельно колхозить. Зато посмотрите, какие красивые кресла. И это не топовая комплектация. Они могли бы быть еще дороже. Но даже сейчас красивая перфорация, красивая строчка, контрастный кант. И вот здесь вот пара подстаканников. Ну и, конечно, любители активного отдыха оценят возможность перевести лыжики. А любители пассивного отдыха оценит шторки с электроприводом. Напомню, в седане G80 они были механические, а здесь с электроприводом. Дорого-богато. Да, и, кстати, видите, вот здесь вот такие штуки. Это, естественно, не пистоны, которые удерживают обшивку потолка. Это микрофоны. Всего в салоне их 8. Они считывают уровень шума вот в конкретно заданном месте, и через 18 динамиков аудиосистемы Lexicon звук подается в противофазе для того, чтобы вот здесь, вот в районе головы пассажира, и такие же есть у водителя, создавалась зона наибольшего акустического комфорта. То есть, чтобы шумы, которые поступают в салон, они гасились звуком, издаваемым динамиками. Конечно, вы можете сказать, что GV80 стоит совершенно неприличных денег. И, наверное, я где-то с вами все-таки соглашусь. Это первый кроссовер для корейского бренда, которому не исполнилось и 10 лет. И он уже стоит наравне с немцами. И да, корейцы говорят, что мы даем намного больше. У нас и моторы мощнее, и комплектации намного богаче, чем у немцев. Но цена, даже цена базового автомобиля, она вполне сравнима, например, с моделями Audi, BMW, Mercedes. И мне кажется, это, честно говоря, не совсем верно. Мне кажется, было бы более правильно, если бы корейцы зашли так, как они сделали с Солярисом. Они предложили машину на уровне, например, немцев, но при этом сделали ее чуть-чуть дешевле. Окей, Солярис может быть где-то проще, чем условная Шкода Rapid, но и стоит она дешевле. И именно поэтому Solaris и Kia Rio — это бестселлеры на российском рынке, если не считать Ладу. И этот автомобиль, естественно, бестселлером не будет. Нужно время, это премиум, тут как-то вот так с кондачка не зайдешь. Но сам факт появления одного кроссовера, а я надеюсь, что до конца года у нас появится еще и более скромный кроссовер GV70, я думаю, что корейцам удастся раскачаться, и лет через 5-10 мы будем ощущать Genesis, как, например, как мы сейчас ощущаем Lexus. А пока это интересный, на мой вкус красивый, в меру практичный и очень богато оснащенный кроссовер, но все-таки по достаточно высокой цене. С вами блог АвтоМПС, меня зовут Игорь Сирин. Друзья, не жалейте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, будет интересно.